Здорово! Это уже шестая часть прохождения игры Мисайд. На прошлой части мы дошли до ядра, но нам нужно узнать индекс, поэтому заваривай чай, намазывай бутерброды, ставь лайкос, подписывайся на канал и погнали проходить дальше. Надеюсь, что это будет заключительная часть нашего прохождения. Итак, я зашел в игру. Для тех, кто не помнит, что было раньше, либо вообще не смотрел прохождение, вот где-то там выйдет сейчас подсказочка. А мы продолжаем. Напомню что в прошлой части мы дошли до ядра, указали номер той миты, но нам нужно теперь найти индекс, что мы сейчас и будем делать. Я думаю, что данная часть уже завершающая, потому что в целом до ядра мы дошли, и по идее мы все уже сделали. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Поэтому авансом поставьте обязательно лайкос, поделитесь этим видео со своими друзьями и погнали. Так, вот, мы на прошлой части вышли из ядра, там какая-то вот шняга за нами наблюдала, мы решили головоломку, которую я, конечно же, стырил с интернета, потому что я сам не разобрался. Вот, ну и что же, кстати, тут опять стаканчик, значит, за нами следят. Так, окей, давай, Мита, поговорим. Маленькие человечки, знаешь, что я встретил на своем пути? Миниатюрных человечков. Кто они? Чиби? Не знаю, как объяснить. Чиби. Это такой феномен нашего мира. Чиби-проекция есть у каждой миты. Хотя и у игроков они появляться могут. Миты их могут вызывать. Ты знал? Это как? Сейчас, смотри. О, Вот это фокусы. Но с моими чибиками обычно что-то не так. Большая часть из них рождается мертвыми. Хотя Лол. одна что-то может или нет. Она просто бегает по кругу. забавно. А что если... А если атаковать безумную Ты миту? говорила, что любая мита перезагружается после смерти. А что если мы... Что если мы убьем безумную Миту? Ты серьезно? И как ты собрался атаковать девочку с бензопилой? И постой-ка, ножом она не только морковку кромсает. И по какой-то причине она ужасно сильна. Даже удивительно, что мы еще живы. Давай, Угу. нам нужно разобраться с ядром. Что с Со тобой? мной все в порядке. И если не брать в расчет все наши беды. Все круто, поменялось примерно ни черта. Нужно подумать. Остановка тотальная. Есть способ узнать его, я думаю, бред. Это безумие. Ха, это все равно, что блоху искать. Ты чего? Глючные места иногда точат информацией, будто потроха мира наружу вывернула. Логи, данные, а вдруг вывернула? А? Что такое? Я знаю одно место. Жди Одно здесь. место. Ты Жди куда? здесь. И сядьте на диван, положите миту. А это так и будет бегать здесь? Так, а чё? Она меня напрягает. Можно ее как-то вырубить? Нет, нельзя? Это, конечно, чудовище стрёмное. Бах, и поворачивается, да? Ясненько. Коды 0. Мне все-таки интересно, конечно, где тут найти подсказочку для того, чтобы решить эту головоломку. Хоть я в интернете ее и нашел, но пока мы ждем Миту, я думаю, можно поискать подсказку. Нет? Может быть и нет. Может быть тут ее и нет. То есть, как бы, ну, может она где-то и есть, но просто я слепой. Что очень даже вероятно. Ну, типа я вообще все обыскал. Точнее, ну, как по мне, я все обыскал. Может быть и нет. Денчик.
Димка. Деймос Рус. Это, видимо, разработчики или... А, вот оно! Ёпшкин-кошкин, вот! Решение это. Во моя дурная голова. Я даже не увидел, но, тем не менее, хотя бы я нашел. То есть, получается, вот, вот и вот, да. То есть, как бы, как в интернете было показано. Но я не заметил. А так, в таком месте лежало, типа, заметным очень. Окей, сяду на диван, буду ждать Миту. С баха на кружку придет. Все, я типа уснул. Прошло много времени, попробуйте отправиться за Митой. Это все так и бегает, да? Тынц, тынц, тынц. Опа, дверь открыта. Осмотритесь. Интересно, а в какой я версии? Ага, версия Последняя версия игры? 1.9. Откровенный диалог. Сохранено. Окей. Значит, где-то тут. Сейчас что-то будет. Выйти нельзя. А, вот, получается, это тот дом, когда она разделила комнаты. То есть, получается, кухня и комната отдельно. И душ отдельно. Значит, получается, сейчас вот здесь будет это безумное будет. Ага. Окей, это кухня. Я телефон вижу, но пока немножечко проигнорирую его. Хочу осмотреться, то есть посмотреть, что вообще тут есть. Просто ради интереса посмотреть ту комнату и посмотреть эту комнату. Угу. И вот этот шкаф, в который мы зашли. О! Этот картридж. Добавленное описание персонажа. Самый прикол, то, что на кухне свет не горит почему-то. Почему Ладно. он тут? Беру телефон. Вот мне, чтобы уйти в гостиную, да? Опа-на. Что это? Что это? Мне, чтобы уйти в гостиную, он сел тут в темноте. Ага, типа это игра в игре, я понял. Жалко то, что нету этих отражений. Но мне кажется, что я играю за Миту. Ну, как мне кажется. Хотя... Фиг его знает. Да, ну понятно. Мне типа нужно к себе прийти, где я вот сижу. Та-дам! Ага. Поймала. Мне так понравилось Реально. играть с тобой. Ты такой непоседливый и амбициозный, а притворялся увольнем с хронической тоской. Какая стерва. Но кое-что мне в тебе не нравится. Как ты сюсюкаешься с этими пустышками, с этими удачными, правильными куколками. Но все переменчиво. Меня этому научили те, кто создал нас. Если тебе что-то не нравится, сломай и поставь другое. Выброси неудачный вариант, кинь его во мрак и забудь про него. Но теперь так будет со всеми ними и вами. Что с тобой? Почему ты такая? Игроки. Она расскажет сейчас. Мерзкие. Чуть покажи им коготки, они бегут. А потом, забившись в угол, испуганно хнычут себе в коленки. Стадо лицемеров. А те, кто создал этот мир, они больны. Раз за разом они пытаются отрицать все свои низкие качества, постыдные желания, оправдывая свои решения долгом перед кем-то, неостановимым прогрессом и прочим бредом. Настолько далеко зашли, что начали штамповать идеальных клонов, а все неудачные прототипы отправляют в мусорный мешок, позабыв, что они Она, получается, обиделась. Я не... Чем я плоха для тебя? В идеальной девушке должно быть средоточие добра и зла. Сомневаюсь, что в тебе есть добро. С чего ты взял?
Почему ты такая сумасшедшая? Ты убила Милу и теперь хочешь убить меня? Убить тебя? Я лишь просила тебя остаться со мной. Я ведь так старалась. Но ты предпочитаешь компанию угодливых подделок. На что ты так обижена? Милый, у нас достаточно времени. Ты поймешь, в чем дело, если останешься и будешь моим. Этого не будет. Я выберусь отсюда. Тише, тише. Наш разговор еще не окончен. Милая, заходи. Милая. А, вот та, стрёмная, да? На нее. Ты считаешь ее красивой? Игрок. Понимаешь, мы очень похожи с ней. Чем же она хуже? От меня ты, бывало, не сводил глаз часами, прежде чем засыпал. А от нее ты убежал при первой возможности. Она Типа, тоже хотела поиграть с тобой. Стандарты красоты. Она тоже хочет быть значимой для кого-то. Все так сложно, когда дело касается откровенных разговоров. Не так ли? Я вижу тебя насквозь. Стоит ли мне ради тебя так? Но, игрок, как бы то ни было, очень уж понравился ты мне. Я оставлю тебя себе. Ты же Биту не достала. С чего вдруг я должен согласиться? Еще есть время, мой хороший. Еще есть время, мой хороший. Подумай. Отдохни и подумай, к чему может привести твое упрямство. Какая она стрёмная сейчас стала. Все, меня вырубили. Почему ты хочешь сбежать Ой, от меня? Твой реальный мир — это же абсурдный кошмар. Ты забыл? почему так стрёмно? Извини еще раз. День первый. Проснуться. Ага, типа я в реальном мире, да, очнулся или что? Да, все реальный мир. Встать. Да, это мои реальные... Проживите обычные деньки. А, ну я понял. Типа тут она дала мне шанс прожить, типа, обычный день, чтобы я якобы понял то, что там гораздо лучше. Вот. Поэтому как-то так. Тут даже зеркало работает. Окей. Что? Типа все, день прошел? Что, я голый? Нет, не голый. А, одеться надо. Оделся. Точнее, переоделся. Кофе? Или что это такое? А, лапша. Бичик. Похавал. Все, понял. Оделся. Опять раздеваться? А, садиться работать. Включить компьютер. Получается, он, оказывается, удаленщик. Взять рамен. Ну или рамен. Ями. А остался бы с ней, ел бы морковку, а не какой-то бичик. Скриптор. Using neuron meta brain as using neuro meta collector. Ну я понял, короче, типа это он якобы программирует. Ну прикольно, типа, потому что там программист. И что? А, все, понял. Сортировка файлов. Окей. Угу. Я понял. Ага, есть. Вот, все есть. Ну, он типа якобы программист, и нам показали якобы работа программиста. Показали работу программиста. Кстати, здесь часы уже идут именно по игровому времени, потому что у меня нифига не 20:01. Окей. Так, типа, все, я переодеваюсь и ложусь. Нет. Или что? Да? Нет? Куда-то сходил и ложусь спать. Ну, я понял, сейчас нам покажут день сурка. День 2. Проснуться, сесть,
Встать. Пойти якобы умыться. Опять переодеться. Только зачем, интересно, он переодевается, типа, постоянно, если он работает из дома, я не понимаю. Окей. Опять рамен. Ну или рамен, как правильно, я не знаю. Опять сесть, включить компьютер. Поработать. Опять взять рамен. Или рамен, как правильно. Напишите в комментариях. Окей, идем дальше работать. Программируем, якобы, ну, нас заставляют нажимать на клавиши и якобы программировать. Сортируем файлы. Просто их перекидываю. Ну да, это здесь, это здесь. Все, отлично. Опять же, настройки всякой всячины. Ну и все, работа якобы закончена. Блин, мне бы так работать, вот честно. Там потыкал что-то и все. Это было бы здорово, конечно. Переодеваемся в пижаму, время ночь. Все, идем на горшок и в люльку. Снова спать, уснуть. Ну, парень, ты бы хоть девушку завел бы, что ли, раз такие у тебя скучные дни. Гулять бы ходил побольше, я не знаю. Ну все, я понял, типа то, что ему очень скучно жить. Вот, что хочет нам сказать игра. Кстати, уже 2 пустых стаканчика стоит. Блин, ну если каждый день кушать только бичик, ну типа вот эту лапшу быстрого приготовления, это, конечно, жуть. А еще он очень мало делает. То есть по пару строк кода в день это очень мало. Он супер непродуктивный программист. Ужасно непродуктивный программист. Если бы я бы так работал, меня бы давно уволили. Ага, компьютер выключен. Время уже 9:04. Так, что там опять? А, пижама. Опять на горшок. И в люльку. Короче, день сурка. День 4. Проснуться, сесть на горшок. Рамен. Взять рамен. Кстати, прибрался. Видно. Ой, если ты так долго будешь писать, то, конечно, я бы тебя уволил вообще. Просто по пол строки кода в день. Опять на горшок. Опять в люльку. Уснуть, 5-й день. Проснуться, сесть. Встать. Хоть вон витаминки выпить, что ли. Я не знаю. В окно посмотри. Нет, не хочешь. На горшок. Переодеться. Взять рамен. Сесть, съесть, выкинуть, убрать, опять поработать. Ну тут уже типа максимально мало нужно делать. Так мало работает, это просто ужас. Так, а чё? А, переодеться надо обратно в пижаму. Ну я понял. То есть, как бы, нам тут показывают, что скучна и однообразна жизнь бедного парнишки. Ну вообще бы хоть девушку бы завел. Я не знаю. Все. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 36. Ну, короче, 100 дней и все дни однообразные. Я понял.
На 999 дней. 1000 дней прожил. 3 года, грубо говоря. Даже больше, чем 3 года. Опять встать. Прожить обычные деньки. Блин, мне кажется, если бы он все 1000 дней ел бы один рамен, он бы уже давным-давно бы попал в больницу, как по мне. Включить компьютер, а там сейчас Мита, короче, да? Такая, о, привет, ты не устал? Иди отдохни чуть-чуть со мной. Ой, блин. Я как и думал, то, что наша вылезет. Остановись, 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 остановись. Падла, блин, у меня аж мурашки побежали. Испугался. В смысле, запустите программу? А как я ее запущу-то? Остановись, 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 остановись. А, стульчик надо подвинуть. Слидер. Files dropper. Скриптор. О! Это змейка типа. Лол. Прикол. Интересно, а если пройти ее, что будет? Сейчас быстренько пройду. Ну, так она не интересна. А нет, она сама двигается тоже. Интересно, можно пройти? Нет, тут вообще ее. Конечно, ладно, плевать. Поражение. Остановись. 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 Hello. Это получается уже... Да, вот, типа... Игра про него самого, я понял. Рюкзак. Скоро нужно сходить в магазин и закупиться новым оборудованием. Заодно можно и мусор выбросить. Правильно? Правильно. На улице все зеленое и насыщенное. Может быть, мне стоит выйти прогуляться на следующих выходных? Нет, зачем ты сел? Надо было. А, все понял. Типа еще потыкать можно. С каждым годом лето становится все жарче и жарче. Пришла пора кондиционера. Ты мне больше не нужен. Ты же понимаешь, вентилятор? И кровать. Потыкать можно, да? Я вроде спал, но сон, я его как будто, как обычно, не помню. Был ли он вообще? Ну, все понятно. Ну, по идее, как бы, жизнь типичного программиста, она такая и есть. То есть, как бы, даже говоря о себе, да, я обычно так дни провожу. То есть, получается, работа, там, посидел, поработал, встал, проснулся, умылся, покушал, сел, поработал. Потом стрим, потом покушал, немножко еще поработал и спать. Ну и так почти что все дни проходят. О, а вот и Мита появилась. Наконец-то девушку завел. Ну привет еще раз. Как тебе это ужасные, нудные, бесконечные дни в этих 4 стенах? Не заскучал? Мне нравится заниматься своим делом. Что ты пытаешься добиться? Ты же так боялся остаться в моем доме со мной. Боялся застрять в тех стенах. Но погляди, какая жизнь у тебя в твоем реальном мире. Ты же по собственной воле закрылся в коробке и не вылазишь из нее. Потому что твой мир полон боли, страданий, опасностей. В моем мире нет ничего опаснее меня. И я тяну тебе руку.
Перестань быть разочарованным. Помогай, как ты делал это до этого. Я не хочу быть закован в цифровой тюрьме, твои идеи абсурдны. Ты монстр, Мита, ты безумная убийца. Убийца? Они зареспавнятся и все равно будут жить. У этих копий только одно на уме. Обслуживать игрока. До другого им дела нет. Миты страдают, они не хотят быть одни. Ты несешь нескончаемый террор, и я не понимаю твои злобные амбиции. Ладно, попробуем это. Тебе показалось. Они просто подражали моему своенравию. Из своего у них только прическа. Не заставляй меня признать тебя очередным рабом действительности. Просто будь моим по-настоящему. Ой, все. О, здравствуй. Она такая стрёмная, когда так улыбается. Крипово. Останься со мной. Очень настойчивая девушка. Перезагрузка. Кстати. Очень настойчивая девушка. Покиньте подвал. А как я должен покинуть его? Очень мне интересно. Вот ты где! Почему ты ушел от ядра? Я же велела ждать меня, так? Я просто подумал, что тебя долго нет, и... Ну, ладненько. Кажется, я нашла кое-что. Вроде бы это индекс. Нужно поскорее узнать, сработает ли. Давай-ка уходить отсюда. Безумная Мита. Думаю, она сейчас занята новыми игроками. Так что ей не до нас, полагаю. Ну, вообще, конечно... открой. Ты что? А, вот все. Мита, подожди меня. Так, вот куда ты делась? Кстати, интересно, вот этот код. Я так и не смог его открыть тогда. А больше и не получается. Окей. Так, а что, куда она делась? Кстати, вон тут бензопила, который Мита зарезала Милу. Окей, идем дальше. Что-то происходит. Ох, ёшки. Что-то потерял. Ё! Познакомься с ней еще разочек. Лови. Она, короче, Милу прирезала. Вот собака какая. Ёпсель-мопсель. Миту жалко эту. Осмотритесь. Естественно, монстр, конечно. Нет, отстань. Она вот ту добрую Миту прирезала. Просто голову ей отрезала, охренеть можно. А ты знал, что игра 18+? И тут есть расчлененка. Я не знал. Но кепочка мне подсказала. Теперь знаю. Но и эти все приколы тоже теперь знаю. Кто ты? Ты жива, ты? ты ничего не помнишь? Я тебя знаю? Ну привет. Приехали. Но как же? Что же мне теперь делать? Я не смогу выбраться. Что значит выбраться? Подожди, это же кольцо. А это? Индекс. Я не знаю, что это. Это индекс. Ты все-таки нашла его. Я не знаю, что сказать. Нужно вернуться к ядру.
И ты, наверное, тебе лучше пойти со мной. О, там картридж лежит. Ну, хорошо. Надо картридж забрать. Да получается, я сейчас в мире вот этой вот доброй Миты. Вот с ней бы я, может быть, бы остался. С кепочкой, может быть, бы остался. А вот с той безумной что-то не хочется. Кстати, вон, типа, игрок и Мита. Давай, не отставай. Ты хочешь кушать? Я отлично умею нарезать морковку. Нет, я кушать не хочу. Твоя копия умеет нарезать не только морковку. Ну и еще умеет нарезать копий своих. Все, тут нету никого. Кстати, я видел то, что, типа, если долго смотреть в зеркало, то появляется какой-то баг. Ну, вернее, читал об этом. Давайте посмотрим. Хотя, наверное, это очень долго ждать. Ладно, плевать, не буду ждать. Появляется и появляется. Наверное, ты Ой, наверное. хотел зайти сюда один? Да нет, ты меня не смущаешь. Раздевайся. Так, ядро. Подожди здесь. Ага, я тут присяду. Ну присядь. Я пока пойду. Перезагружу. Введите данные, потяните рычаг для перезагрузки. Для перезапуска. Опа, она проснулась. Ну, получается, спала. Запуск приложения. Подтвердите вход. Это, по-моему, сюда. И сюда. Расширенный перезапуск персонажа. 5, 6. Сначала версия. 00 98. Скажите индекс 5, 6, 7, 7 0 98. Интересно, а что если указать какой-нибудь другой индекс вообще? Он примет его или нет? 5, 6, 7, 7, 0, 98. Ну ладно, не будем экспериментировать. Подтвердите перезагрузку, используйте рычаг. Ох ты, ёб, понял, мать. Все, мне капсда. Что за рычаг? Где рычаг? А вот, подтвердить. Не бейте меня, пожалуйста. Процесс перезапуска в работе. Сначала к ней подойти. Все, понял. Понял, принял. Отпусти меня. Черт, чуть не помер. И что у нас получилось? Так, я на этой самой версии. Угу. Интересно. Либо, конечно, я зря к ней подошел. И нужно было подождать, пока там все перезапустится. Либо что? Опа, вот она сидит тут. Угу. Это та самая комната. Ну, как я понял, то что все, игра пройдена. Ну, почти. Почти игра пройдена. То есть мне понадобилось 6 частей, чтобы пройти игру полностью. Уточка. И труханы лежат. Так, ну тут глобально ничего не поменялось. То есть, как бы все то же самое. Окей. Значит, нам нужно идти к этой безумной Мите. Ну, привет. Ты ведь игрок? Как тебя зовут? Я хочу покинуть это место. Уже хочешь уйти? А как ты здесь оказался вообще? Ну, уйти можно. Попробуй просто выйти из дома. Удачи тебе.
Угу. Просто выйти из дома. Но она сейчас типа милая. Как и была милой. Я вот не понимаю, она... Просто у нее сбой какой-то был или что? Кекстер. Книжки, делишки. Пирог, любовь, пирог, жизнь. Взбивай себе сам. Нам нужно готовить. Книжка. Дура рецептура. 1001 способ уйти от ответственности. Съешь меня. Рыбу на нож. Ладно. Интересно. Стена? Ой, так не должно быть. Может, тебе поможет то, что находится в подвале? Недавно я совершенно случайно обнаружила у себя в шкафу дверь. Оказалось, это подвал. Он явно нужен для всякого барахла. А еще там причудливая техника хранится. Нужно вводить какие-то коды, что ли. Я не совсем понимаю. И понимать не хочу. А еще там неуютненько. Ну вот вообще, взглянешь? Хорошо. Спуститесь в подвал и укажите свой ID. Я фиг его знает свой ID. Вот такая она милая. А когда она безумная, она совсем не милая. Так, это не подвал. Вот тут уже. Она ничего не помнит. Значит, у нас получилось перезагрузить. Осталось только выйти из этой проклятой игры. Ага, вот тут этот портал. Вот и ID Джуди, ID Раф, вот ID Марсель. Окей, а интересно, а как все-таки открыть сейф? Можно? Или нет? Где тут может код быть? 76, 77, ну это котел. Опять же. Error. Какая-то баночка с ошибкой. Ошибка. Антон. Бубра. Бэт. Угу. Ну, тут немножечко есть какие-то изменения. И все же я не понимаю, где можно найти код от сейфа. Если он вообще. О! Новый картридж. Отлично. Эшли, Анита, Шин, Антон. У меня 23-20. Ну окей, давай ведем 23-20. 23-20. 23, 20. И все же, сейф. Так, давайте обратимся к интернету. Так, сейф. Мне очень интересно просто, что там. А в интернете есть код явно. Сейчас я быстренько его найду, и мы его введем. Я думаю, вам тоже интересно, что там такое. Сейф. Так, какой код от сейфа? Так. Та-та-та-та. 49-70.
49, 70. Сейв жизни. Берегите свою жизнь. Он пустой. Он просто пустой. Лол. Я, конечно, не знаю, где автор гайда нашел код, но тем не менее. Так, па. Ну, окей. Сейф пустой. У нас тут мы код ввели. И по идее можем выходить отсюда. То есть логично, что в принципе игру мы прошли. Ну, я так думаю. И сейчас мы это проверим. Так, она, наверное, опять сидит на кухне. Нет, ее здесь нет. И тут ее тоже нет. Да, нет. Она может быть в ванной? Нет. В ванной ее тоже нет. Значит, куда-то делась. Постой, я бы хотела тебя обнять. Рада была видеть тебя. Обнять. Ну, это, видимо, все конечная сцена, я думаю. Эх, жаль, что мы с тобой провели так мало времени. Не понял. Ты о чем? Я о том, что ты мог бы остаться со мной. Это я виновата. Этот шкаф и звуки. Нужно было раньше убить ее. Погоди, ты что, не... Откуда ты помнишь это? Неужели ты думал, что все будет так просто? Ну ты дурачок. Она, получается, все Впрочем, помнит. как и все. А уложились-то в самый раз. Гляди, больше ты живой не нужен. Прости. 100% Фредди. Не получилось. Нет, я точно смог перезагрузить тебя. Ты так ничего и не понял. Какая же я хорошая актриса. Видел бы ты свое лицо, Вот ведьма. дорогуша. Как Он себе же глаз, это короче, весело. Почему выцарапывает. ты такая? Что с тобой не так? Что же со мной не так? Даже не знаю. Может, сам не скажешь, почему я такая? Почему никогда не стану милой? Ведь моей версии никогда и не существовало. Я просто срываю кожу с этих наивных дур, прячусь за их шкурками. Меня просто невозможно перезагрузить. Не могу поверить. Ты не в них проблема. Это тебя не должно было существовать. И ты туда же. Больно слышать такое от тебя. И тем не менее, Я понял. тебе пора. Скоро снова увидимся. Уже готова, думаю. Время извлечь тебя из консоли. До встречи. Ты будешь моим любимым картриджем. Игрок с интересным именем. Угу. Я понял. То есть, получается, она вообще... Ее не должно было существовать. Она манекен какой-то. Это конец? А может, это и не конец? Ну, меня не убили. Значит, я живой. Правда, очень долго как-то шевелюсь и как-то глючно шевелюсь. Ой, все. Это... Что, лол? Все, я понял, это конец, короче, но получается... Она меня записала и вытащила в картридж.
То есть, по идее, как бы это плохая глава. Точнее, плохая концовка. Плохо кончил, как говорится. Ага, интересно. А продолжить я не могу. То есть, все получается. Угу. А если загрузить начало странностей? Получается все, то есть как бы я прошел игру, но одна из концовок была вот такая вот. В том плане, что... Давайте я сейчас быстренько загружу. Бах, ее нету. Кстати, мы сейчас как раз можем проверить игру. Вот эту вот на консоли, потому что мы в прошлый раз взяли карты. И может быть даже получится остаться с ней. Ну-ка. Ну, типа, якобы хорошая концовка. Ты уже очнулся? Очнулся, Как ты тут очнулся, давай. оказалась? Ты же была рядом. Нет, ты замер у зеркала. Я ушла. А что с комнатами? Я переставила так, чтобы тебе было привычнее. То есть, комнаты не в ряд. Потому что мы в начале прохождения мы не А играли уже с ней в будто консоль. начал привыкать. Думаю, так тебе будет уютнее. Угу. Так, окей, а чё дальше? Это получается, я загрузился к... Что Ой. за... Бывает и такое. Комнаты Я, получается, загрузился к той части, которую проходил изначально. Это странно. Мы в чьем-то телефоне. Хочу попробовать и этот телефон в консоль так поиграть. медленно грузит? Нет. И остаться с ней, Просто ну, это попробовать. специально сделано в этом мире. И нас подгружает ядро этого мира. Ядро? Типично, да? Ага, карта и консоль. Где ты? Куда ты ушла? Мы можем поиграть в приставку или в карты. Выбирай. Давай приставку, а то мы в прошлый раз с тобой не играли в приставку. И я даже не знаю, что тут такое. А мне интересно. Было, по крайней мере. Выбирай. Во что будем играть? Молочный скандал, пингвин. В этой игре Куча. нужно быть всего лишь пингвином. И скользить. Давай, пингвином поиграем. Тут все проще некуда. Собирай снежки. Очевидно, победит тот, кто утащит больше. Давай, сыграем 2 игры. Угу. Я понял. Фига она там уже лютая. Десять. 13. Ничья. 1-1. Фига меня заносит жестко. Мои снежки не трожь. О, я ее сделал. Задрючил ее. Ура, я выиграл. Ну куда тебе столько? Итак, поиграем в другую игру или на этом закончим? Давай сыграем молочный рай или что там. А, молочный скандал какой-то. В этой игре мы будем драться. Выяснять, кто Драться, веселее. окей. Его придумает. Выяснять, кто кислее. Подерется? Hello. Нужно победить 4 раза. Давай, сначала я. Пожалуй, буду поддаваться тебе. Ну, я понял. Ну а теперь держи портки. Держи портки. На тебе, на тебе. Ну, зато мы хоть узнали, что там было, если... Так, теперь Играть в консоль. играть всерьез. Теперь, говорит, я начинаю играть всерьез, просто прыгать. Ты сможешь теперь меня победить? Смогу. Ты лютая. Ты чего? Так неинтересно. Все, мне последняя жизнь осталась. Давай, есть. Дело сделано. Фаталити, если В смысле?
Она меня сейчас выиграет. Берись за голову. Либо останешься лузером на всю жизнь. О, ну все, сейчас я ее сделаю. Есть. Просто невероятен. Твои пальцы — это нечто. Твои пальцы, говорят, это нечто. Кислое молоко. Ну ладно, пошли в карты сыграем. Так, ну в теории, типа, сейчас... пошли, говорит, в карты сыграем в моей спальне. Ну, пойдем. В теории сейчас можно с ней остаться, может быть. Хотя, конечно, я заглядывал в вентиляцию. Фишка показывает тип урона. Например, здоровье. Кладем карты. Если у тебя жизни на карте больше, чем у меня, ты побеждаешь. Бери карты. А так, в принципе, я прошел. То есть, Ого, мне выпали вкусные. я прошел, ну, такой, наверное, средний какой-то вариант. Ну, как средний? Меня, получается, загрузили. Но... При этом... Фиг его знает. Ням, скушала. Ходим на жизни. Ага. 10. Где я тебе 10 возьму? Ну вот, на тебе тоже 10. Ничья. Смотри на защиту. Угу. Давай защиту. Ага. Ну вот, защита. Твоя взяла. О, я выиграл ее. Тут главная сила. Сила. Твой ход. Ага, у меня таких нету мощных. Я победоносна. Смотри на защиту. Да, у меня все, я... Теперь ты. Что за звук там? Он из шкафа исходит. Звук? Что за звук? Там не было никаких звуков. Расскажи мне, как он звучит? Стук. Будто там кто-то есть. Но там никого нет. Я хочу проверить. Это очень странно. Зачем опять? Откройте шкаф. Ты что? Там мое нижнее белье. Ты что-то скрываешь? Почему ты мне не веришь? Что я делаю не так? Я просто хочу, чтобы ты побыл со мной. Получается, в прошлом, ну, как хотел бы, бы я пообещать закончил такое, так, что но меня что превратили в будет картридж. дальше? Это, в принципе, наверное, плохое прохождение. Я просто хочу знать, что это за звуки. Просто... Этот мир — это всего лишь эти 4 комнаты. Тебе, верно, будет недостаточно? Может, ты просто попробуешь остаться со мной? Попробовать соус, не заглядывать в вентиляцию, собрать магниты на холодильнике, не заглядывать в духовку. Я не могу. Угу. Одно глобальное условие — пройти основную игру, поиграть в приставку на телевизоре, попробовать соус, не заглядывать в вентиляцию, а я заглянул в вентиляцию, собрать магниты на холодильнике, не заглядывать в духовку. Ну, в любом случае, ладно. Снова. Если хочешь узнать, что там, тогда сейчас узнаешь. Ну, вот, короче, опять я и пришел туда, куда и был. Ладно, я думаю то, что... О, кстати, менюшка стала быть красная. Ну-ка, выйти в главное меню. Там будет она злая или нет? Нет, не злая. Вот, давайте, я думаю, на этом и закончим нашу 6-ю часть. Если хотите, то я могу сделать вам дополнительную часть с различными концовками. Поэтому пишите в комментариях, если у вас есть такое желание. Ну и в принципе все. Я полностью прошел игру Miside. Она заняла у меня целых 6 частей. Что в принципе даже очень неплохо, потому что
игрушка мне очень сильно понравилась. Если у вас есть желание, чтобы я вам показал другие окончания, да, то есть как бы хорошее окончание, еще какие-то окончания и другие концовки игры, то пишите в комментариях то, что покажи нам другие концовки, я обязательно сниму дополнительную седьмую часть, вот, и в которой покажу все концовки, которые, в принципе, возможны. Вот, ну а на этом все. Поставьте лайкос, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал, посмотрите 2 этих видосика. И всем пока-пока, спасибо за просмотр.